чего начнем? Хотите подарок? Стой, замри. Сижу и смотрю, как за 50 центов народ предает свои принципы. Как там такое? О, это очень круто. Синезис там полминска купит, короче. Ну, мы не знаем. В лучшем случае. Мы не знаем. Не существует ни одного протокола. Таких райских условий, как раньше, их больше нет. Выиграем дело. Ух! Начнем мы вот с чего. Александр, во-первых, спасибо за то, что вы не молчите. И есть огромный плюс, что не молчите вы, не молчит вся ваша команда. Ну, потому что это, знаете, как одна из таких стратегий, когда, ну, вроде бы все забудется, мы никак не будем реагировать, и люди займутся дальше своими делами, и все пойдет своим путем. Но это не ваш случай. И это, безусловно, импонирует. Я знаю компанию Synesis с двух сторон. Первая сторона – это та сторона, которая была до августа 2020 года. Но потом наступило другое время, интересное. Неинтересное, оно интересное, оно всех взбодрило, всколыхнуло, и наступил декабрь. Я знаю, что какие-то отголоски событий, которые связаны с компанией Synesis, уже начались в октябре, даже, наверное, и в августе. А может быть, уже и в сентябре какие-то были звоночки. Но большой бабах был в декабре, когда все новостные каналы, когда все телеграм-каналы всколыхнулись новостью, что вы попали в обновленный список санкций Европейского Союза. Александр, я очень долго за вами охотился, я хотел с вами пообщаться, и это еще было до всех событий. Мне было интересно, как вы выстроили вот эту красивую империю, почему у вас работают такие специалисты, чем вы занимаетесь, какие продукты вы выпускаете, но мы об этом практически сегодня говорить не будем. Мы будем говорить об одном продукте, который наделал очень много шума и шороха, и мы до конца не понимаем, кому выгодно выставлять вас в черном свете, кому выгодно обвинять компанию в чем-то и продукты компании в чем-то. Кому выгодно заниматься буллингом сотрудников, людей, которые работают. Потому что, по большому счету, во всех своих интервью, которые были до этого дня, вы говорите одну фразу, которая очень громкая и очень яркая, что не представлено ни одного доказательства. Начнем по порядку. Первый вопрос. Обвинения Совета ЕС звучат очень, очень громко. Ну, этого не отнять. Компанию обвиняют в том, что она несет ответственность за подавление гражданского общества и демократических сил в Беларуси. Что вы можете на это ответить? Смотрите. Ну, там их на самом деле гораздо больше. Ну, как вот одно 4, из, да. То есть это же как результат работы чьей-то. Мы тоже, например, не знаем до сих пор, то есть мы пытаемся понять, мы пытаемся разобраться, кому это интересно и выгодно. Мы до сих пор не знаем, кому это интересно и выгодно. Но, начиная вот как мы знаем, по крайней мере, так анализируя ретроспективу, в августе начались, притом было и раньше, мы на это никогда не реагировали, но потому что всегда есть какое-то количество людей, которые верят в то, что рептилоиды напали на Землю. И большой брат за всем следит. И большой брат за всем следит. И были разные статьи, что все, теперь жизнь закончилась. Теперь все камеры будут за всеми следить. Так. Да? И мы на это никогда не реагировали, потому что невозможно со всеми людьми с крайне низкой эрудицией и знаниями, то есть с ними бесполезно даже спорить. Это как, например, если бы я спорил, я не знаю, с физиками-ядерщиками. То есть им бы было бы со мной спорить безумно сложно, потому что когда человек в чем-то не разбирается, с ним спорить практически невозможно. У него есть свое мнение, и он его придерживается. Да? В августе они все продолжились, они просто стали появляться чаще. Притом мы их тоже не замечали. То есть почему мы говорим про ретроспективу? Да. Потому что вся вспышка, которую мы ощутили и увидели, она произошла 14 октября. Почему произошла вспышка, мы понятия не имеем. То есть мы не знаем, почему оно накапливалось, это публиковалось. Но 14 октября вдруг все возбудились и стали про это писать, говорить, звонить, обвинять. Такое. То есть вспышка была 14 октября. То есть, собственно, обвинения были какие? То есть, потому что я почему говорю про... то есть так долго отвечаю на вопрос про формулировку в журнале ЕС. Да?
это то, что эта формулировка, она является отражением всех обвинений. Обвинения были следующие, что система используется для массовой идентификации протестующих, но там были еще попытки спин-оффов в обвинении, но они такие смешные, они затухли. Что не только массовая идентификация протестующих, а еще и определение возникающих вот этих вот протестных акций. Ну, видимо, народ посчитал, что этот спин-офф, он бесперспективен, и решили его не развивать. Оставили и развивали тему только с массовой идентификацией протестующих. И у нас хватало головной боли даже внутри компании. Даже на проекте Кипот, когда народ такой, а мы делаем это или не делаем? Да, то есть, когда еще внутри, притом люди, которые делают саму систему, они тоже все были в таком легком шоке. И много было обсуждений внутри. Да? Так вот, и вот с 14 октября там было еще какое-то количество публикаций. Ну, то есть ЕС при всех своих мягких стандартах, как их называют наши австрийские юристы, кто ведет наше дело, а мягкие стандарты, они заключаются в том, что у них нет вообще никаких положений, ограничений относительно принимаемых ими решений, то есть вообще ноль, да? Кроме того, что те, кого они обвиняют, имеют право быть услышанными и защищаться. Все. Нормальные стандарты. И вероятно, что те, кто активно педалировали включение компании в список, ну, им объяснили, что нельзя только по надписям на заборе, как и в телеграм-каналах, компанию включить в санкционный список. Поэтому там где-то в ноябре появился еще какой-то ряд статей. То есть, опять-таки, почему я об этом говорю? Потому что когда мы начали с ЕС взаимодействовать, уже после включения в список, мы подали апелляцию, и они прислали и запросили доказательства, на основании которых нас включили. Там было несколько интернет-статей. У кого не запросили? У ЕС. Совет ЕС у кого запросили эти доказательства? Они не раскрывают. Это тоже, кстати, очень такая интересная, забавная штука, что они, ну то есть, например, в той же Америке, если вы с кем-то судитесь, там есть такая процедура, как вот нам юристы объясняли, называется discovery. И как вы, как адвокат, юрист, запрашиваете все документы, и вам должны предоставить вообще все документы. Вообще все. Вообще все документы. То есть там не могут сказать, вы знаете, мы вот это вам не дадим, потому что мы считаем, что и чего-то там считаем. Да? То есть ЕС, они предоставили от себя, они не говорили, кто, из чего и почему они вообще начали компанию рассматривать. Да? Они предоставили список доказательств. Список доказательств у нас есть на сайте, то есть у нас есть довольно подробная страничка, где мы выложили все эти доказательства, притом в оригиналах, чтобы это было не по мотивам и наша трактовка, а вот прям письмо от ЕС, в котором доказательства. То есть там то ли 5, то ли 6 статей, из них, по-моему, будем считать 5, ну, то есть там 4 статьи, они были все датированы задолго до августа. Ну, там это май, самая была свежая до августа. Да? И одна статья в ноябре. И, собственно, взяв эти статьи, притом все эти статьи, они, ну, вот в стиле рептилоида напали на Землю. ЕС говорит, ну, вот смотрите, нам этих доказательств достаточно. Ну, это к вопросу о мягкости стандартов в Совете Европы. Так? Но к декабрю, когда мы готовили апелляцию, нам уже было что ответить. То есть, притом не абстрактно, где говорим, что мы так не делаем, верьте нам. А в том, что мы взяли. Притом мы думали проводить технический аудит. Говорить, а вот смотрите, сами придите и посмотрите. Да, но мы поняли также бесперспективность всех этих наших планов. Почему? Потому что там всегда есть железобетонный аргумент. Ну так вы все поменяли. Ну, все поменяли? Ну, имеется в виду, когда мы, например, говорим, приходите и сделайте аудит системе, что система так не может.
И мы вот тоже долго разбирались и пытались понять, ну как же ответить и как же сказать, что нет, система так не работает. Но в итоге вот то, что мы нашли, и нам помогли юристы, адвокаты, это анализ протоколов. Вы берете протоколы потерпевших, протоколы супер-сверхдетальные. То есть они не просто детальные. Протоколы в доступе? Нет, это те протоколы, с которыми они работали. На основании которых тоже все принимались административные или проводились уголовные дела, при этом мы запросили разрешение у людей, то есть эти протоколы являются, некоторые протоколы являются частью апелляции. Мы запрашивали разрешение людей, указанных в протоколах, что с учетом анонимизации документов мы можем эти документы делать публичными. То есть мы поступили очень корректно. А все остальное это был анализ, когда они взяли свои протоколы, посмотрели, сделали сводные таблички, источники идентификации граждан. То есть мы искали две вещи. Первое, нам было интересно и любопытно, каковы же источники, с помощью которых людей идентифицируют. Второе, нам было интересно найти упоминание КИПОД или РСМОП. КИПОД и РСМОП мы не нашли. Ни разу, ни в одном протоколе. Нигде. Опять-таки, повторюсь, что так как они супер-супер-супер-супер детальные, то есть где указывается компьютер, версия операционной системы, версия браузера, количество операционной памяти, кто куда заходил, что смотрел, что видел, скриншоты, описание, веб-ссылки, все. То есть мы исходим из того, что при такой детализации протоколов КИПОД должен быть указан. Ну, КИПОД, РСМОП. И мы не нашли ни одного. То есть, опять-таки, то, что мы не нашли, но очевидно, что мы не проанализировали все множество протоколов и весь объем. Но мы исходим из того, что если есть эти протоколы, они есть у людей, они есть у юристов, кто занимались делами этих людей. И мы об этом и говорим. Но мы не нашли. Мы нашли много других источников, любопытных, интересных, и не нашли ничего связанного с нами. Если они существуют, предоставьте. Это же просто. Ну, учитывая все эти суперрасследования, кто куда, где, кому по телефону звонил, которые, ну, создается, да, такое впечатление, что вроде бы работают эксперты, ну так и вроде бы там собирали все эти протоколы и дела для последующего анализа и расследований, предоставьте. И до сих пор, вот до сих пор мы их ищем, мы до сих пор анализируем эти протоколы, и не существует ни одного протокола, в которых бы упоминалась наша система. Ни протокола, ни постановления. И поэтому мы и хотим, мы вот не хотим как раз не забывать, не замыливать тот факт, с чего все началось. Да, потому что сейчас все как-то вот выглядит, что ну, мы про это уже не говорим, вроде уже проехали. Давайте теперь обсуждать, кто во что компанию переименовал. Или, а вы знаете, тут выпустили постановление, кто-то заставил владельца какого-то кафе поставить себе камеру. Было такое? Да. Читали. И это ужасно. Но какое это отношение имеет к первоначальным обвинениям, на основании которых компания включена в санкционный список? Вот хороший вопрос, почему все возобновилось, да? До него Я мы даже не дойдем. так. Можно? Да, пожалуйста. Тут вопрос не почему все возобновилось. То есть почему все возобновилось, нам более-менее понятно. То есть мы можем ошибаться, да, но более-менее понятно. Мы просто хотим, чтобы люди как-то к этому подходили с каким-то критическим мышлением. Да? То есть все то, что пишется сейчас, оно не имеет никакого значения без первоначальных обвинений. Ну, вообще никакого. То есть это с таким же успехом можно писать, знаете, что-то из серии секретов Полишинеля, когда вы берете и, например, описываете какие-нибудь базовые законы физики, которые изучали в школе, но только с таким легким придыханием и с налетом трагичности. И все. Интересно. Саша, сейчас будет подарок для вас. Хотите подарок? Он словесный, не могу его дать вот он физически, но это будет подарок. Я не знаю, слыхали ли вы такое мнение, я слышал за последнюю неделю, когда готовился к интервью, от 3 человек,
Причем это мой один российский товарищ, он очень крутой маркетолог в одной крупной компании, и 2 наших белоруса. Один сейчас живет в Штатах, а второй работает здесь. И эти 3 человека, вот как будто, я не знаю, сговорившись, они знакомы между собой, подарили мне еще одну потрясающую теорию. Она очень крутая. Значит, Synesis все это знал изначально. И все, что сейчас происходит, это ваш огромный рекламный проект, который согласован с Европейским Союзом. И у вас бюджета, Саша, до хера, чтобы кому нужно там сказать. Никакие санкции не введены. Вы просто находитесь в этом списке. Никто ни на что не влияет. Вы продолжаете развивать свой бизнес. А теория очень простая, что очень скоро хайп закончится, но название Synesis останется, и вы дальше продолжите покорять планету. Как вам такое? Дарю. Мне в целом нравится. Но я вообще слышал, что любой пиар хорош, кроме некролога. Так как в некролог мы пока не собираемся. И упаднических настроений у нас нет. Но идея-то очень простая, да, что вы когда берете, то есть что такое вообще санкции, да, то есть это вот прям удивительная, уникальная вещь. И в частности, почему мы переименовывали компании? Там же все эти горе-расследователи и эксперты диванные, они тоже пытаются дать простой ответ на сложный вопрос. То есть получилось что? Что есть компания, которая включена в санкции с названием Synesis. У нас все компании, которые входят в группу компаний, они все имели в качестве префикса название Synesis. Да. Многие из этих компаний работают с европейскими не заказчиками, не клиентами, а подрядчиками. То есть мы им платим деньги за продукты, услуги, лицензии, которыми пользуемся. И сразу после введения санкций стало происходить следующее, что люди видят название Synesis, а учитывая, что за нарушение санкционного режима в Европе это уголовное преследование. Притом не нас, а вот субъектов хозяйствования в Европе. И поэтому народ предпочитает тоже не погружаться, не разбираться. Они такие: Synesis, санкции, читали статью, termination letter. Дальше поговорим. И именно для того, чтобы убрать вот этот вот спецэффект, мы компании переименовали. Эти компании никогда не были под санкциями. Мы убрали название Synesis банально, чтобы не разгребать огромный ворох проблем, который возникает. Поэтому, скажем так, фейковое включение в санкции с целью проведения рекламной кампании, ну, это очень крутой ход. Ну, прямо очень крутой ход. Причем это из 5 человек, которым я доверяю, которые более-менее в материале мне сказала 3 человека, что Вов, ты не переживай, что скоро все закончится, и там Synesis там пол-Минска купит, короче, потому что они будут со всем миром работать, они там все узнают. Почему пол? Ну, это не знаю, мы же не знаем. Почему пол? У меня есть, кстати, хорошая, веселая история, которая отвечает на ваш вопрос. Ну, к вопросу о вот теориях заговора и так далее. Там какой-то, я не помню, 2-3 года назад, может 4, услышал забавный анекдот про то, как кто-то там открыл кафешку и в меню добавил 2 позиции: эспрессо за $1,5 и экспрессо за $1. Говорит, сижу и смотрю, как за 50 центов народ предает свои принципы. Мы сделали то же самое в скотном дворе. И отдельно вышла гигантская статья с попыткой понять, в чем смысл физически происходящего. Хотя это был просто анекдот. Ну, здесь то же самое, что и когда народ пытается... это знаете как? Я думаю, что второй очень забавный пример. Вы слышали о таком феномене, называется культ карго? Нет. Это очень круто. То есть я думаю, что вы получите я слышал, но не знаю, что это он так называется. Отдельное удовольствие от его более детального изучения. Там где-то острова Океании, не помню, как называются. Вторая мировая. Через какое-то время обнаруживают, что у не связанных между собой племен вдруг появляется один и тот же культ. Культ выглядит следующим образом. Они вырубают просеку в джунглях,
Для выкорчевывают пни, да. То есть они выкорчевывают пни, они ставят какую-то странную конструкцию в виде будки, и там шаман с веточками на голове ходит туда молиться. Дальше, продолжение знаете, но я думаю, что те, кто будут смотреть, возможно, они об этом феномене не слышали. То есть, что они могли наблюдать, когда американцы строили свои военные базы? Что те делали взлетно-посадочную полосу, была радиорубка, туда заходил радист. То есть, для них это выглядело как храм, главный шаман, который молился, прилетали стальные птицы, которые привозили продукты, еду, лекарства, оружие, вообще все. И, собственно, они, пытаясь анализировать внешние какие-то признаки, и повторять их, пытались получить какой-то результат. Самое интересное, что получили. Они получили, Александр. Я читал до конца эту статью. Так. Это продолжалось несколько десятилетий. То есть там дети уже маленькие, они стали взрослыми. И все время заходил этот шаман в рубку, и все время выкорчевывались. И американцы это заметили. Американцам доложила их разведка. И в один прекрасный день прилетел огромный самолет с гуманитарной помощью. И там были на острове просто там песни, танцы, пляски, они продолжили это делать. Да, так это я, собственно, к чему, что почему это, как называется, понятно, что почему это называется культ карго, да, то есть как эти транспортники и так далее. И, собственно, о чем говорят, что то, что вы подражаете неким внешним проявлениям, которые можете осознать и проанализировать, иногда, да, может приводить к какому-то результату. Но с большего оно, мне кажется, в нашем довольно сложном мире это все равно, что попытка изучать квантовую физику по названию учебников. Вы так берете и говорите, нет, учебник читать не буду, название. То же самое. То есть из серии берем, читаем и говорим, интересно или неинтересно, или сложно. Все сложнее обычно. Все сложнее. А давайте вернемся к Евросоюзу. Давайте. Я очень слабо верю, честно. Я пытаюсь слушать все аргументы, меня все устраивает, и все хорошо. Я очень слабо верю в то, что это пещерная организация. Я знаю, что это очень мягкие, как вы сказали, очень мягкие принципы, да, что мягкие стандарты, да, что кто-то где-то сказал, пару статей прислали, и сразу же большую корпорацию отправлять под санкции. По крайней мере, это выглядит очень глупо. Давайте попытаемся проанализировать мотивы. Основные мотивы. Хорошо, может быть, есть заказчик, может быть, у вас есть конкуренты, которые сидят в Европе и видят, что в смысле белорусы, куда вы лезете, все больше контрактов. Тогда вопрос просто почему? Неужели? Они же знают, что такое права человека. Они же знают, как строится бизнес, они знают, как его защищать. Это крупнейшие мировые экономики, которые соединены в один большой кулак. Неужели им захотелось так просто мы не знаем. Раздушить? Смотрите, мы не знаем. Притом к вопросу о такой пример прямо из недавнего, из недавнего, очень забавный. То есть мы вообще как раз считаем, что, во-первых, мы считаем, что да, это политически мотивированное решение. Политически мотивированное, потому что на их доказательства в апелляции мы подготовили детальные ответы, разъяснения и так далее. Очень хорошие, очень понятно, они также опубликованы, их все можно прочитать. В ответ на нашу апелляцию нам через какое-то время пришел их подготовленный ответ, который выглядит, я немного утрирую, но тем не менее, что вы берете книгу «Войну и мир», открываете на произвольной странице, говорите, так, нам нужны доказательства. Возьмем 100 страниц или 120, 110. Вырываете 110 страниц из «Войны и мира». Говорите, документ Совета Европы, ответ на апелляцию. Разбирайтесь. И я не утрирую. То есть, опять-таки, это тоже опубликовано на сайте, где можно зайти и посмотреть оригиналы. То есть вы берете, и там статьи, в которых там не просто не упоминается видеоаналитика, там какие-то абстрактные статьи с обсуждением про свободы, белорусский язык, рейтинги страны и всего остального, где ни синезис, ни кипот, ни даже видеоаналитика, которая теоретически может делать жизнь кого-то хуже, не указывается. А к вопросу о таких больших организациях, то есть я, с одной стороны, сомневаюсь, что то есть понятно, что вряд ли это прям ошибка. То есть то, что заметно, что они не погружались вообще в материалы, оно заметно сразу. Вы берете, там написано, что я являюсь CEO Synesis.
генеральный директор. И это не так. Много-много лет это не так. То есть это открытая информация. Если там кто-то погружается в какую-то проблематику, хочет в нее погрузиться, да, то есть не когда он берет, то есть понятно, что кто-то эти документы готовил, и вряд ли они это готовили самостоятельно. То есть они сказали, ну окей, включить список, кто-то же заявил компанию, соответственно, в номинанты премии Евросоюза. Соответственно, кто-то эти материалы готовил. И то, что у них отсутствовало в Евросоюзе какое-то критическое мышление и так далее, это, с одной стороны, говорит о политической мотивированности решения, раз. Два, это то, что чем больше организация, чем больше уровней людей, принимающих что-то, тем хуже она работает. То есть вот теперь пример из жизни. Мы с братом летим в Турцию. Сентябрь. И на обратном пути нам нужно было рано появиться в аэропорту. Мы говорим, ладно, давай мы сейчас приедем в аэропорт и потом вернемся в город. Там нам нужно было провожать детей. Приезжаем, потом нам стало лень ехать в город. И говорим, давай посидим просто в аэропорту. Мы проходим, а там же много-много степеней контроля. Много-много-много. То есть, где вы на входе показываете билет и паспорт, где вы на стойке регистрации получаете, где вы проходите паспортный контроль. Вот все вот это вот. Мы все проходим. Доходим до бизнес-зала. Даем билеты, нам говорят, ок, заходите, берут билет Петра, сканируют. Говорят, что-то он не работает. Ну ладно, заходите. Я ему говорю, стой, замри. Дай посмотреть твой билет. Так. И выясняется, что он вылетает из другого аэропорта. Вообще. Тоже в Стамбуле, но другой аэропорт. Да, то есть все эти уровни безопасности. Я думаю, что это работает следующим образом. Что когда вы проходите первый уровень, он думает так, так дальше еще там много проверят. То есть мы так приблизительно смотрим, паспорт есть, вроде билет есть, вроде там что-то написано, проходи. А каждый следующий, он начинает исходить из того, так там же уже проверили. Мы же не можем каждого детально, глубоко изучать и проверять. Это вот прям реальный пример, не гипотетический. А теперь представьте себе огромную организацию Евросоюза, Совета Европы, где много-много-много-много людей принимает какие-то решения. Я уверен, что там далеко не каждый садится и считает, что это предел мечтаний сегодня сесть и прочитать машинный перевод. Это тоже отдельная забавная идея, что когда вы, например, берете документы и несете их, в посольство или куда-то, вам говорят, подожди, перевод авторизированного переводчика и апостиль. Мы хотим знать, что перевод сделан предельно точно, и мы понимаем, что то, что переведено, оно звучит в оригинале так же. В Совете Европы крутая тема. Статья на русском, внизу подпись. Машинный перевод и перевод на английский. Через Google переводчик. Мы не знаем. Мы не знаем. В лучшем случае. Мы не знаем. Google это было бы, наверное, не так плохо. Какой-то. То есть машинный перевод. Никаких авторизированных переводчиков. Это у большой, богатой организации настолько мягкие стандарты, что можно взять документы, на основании которых они фактически принимают решение об, по сути, это уголовное преследование. То есть это, я не знаю, ответил я на вопрос, не ответил. Ответил. А в каком сейчас состоянии дела, что говорят юристы? И сразу задам второй вопрос, потому что он очень смежный. Какой для вас итог? Какой вы видите для себя итог хороший, позитивный? Что должно случиться, как все должно закончиться? Мы подали иск. Мы его ведем. Выиграем дело. А иск вы подали в Европейский суд? Конечно. Это можно было бы, конечно, подать и в белорусский суд, но я не думаю, я что хотел бы тоже это, да. Потом поговорим, да, это интересно. Судитесь ли вы с кем-то в Беларуси? Потому что Европа-то она далеко, а все-таки люди, которые считают себя пострадавшими от вашей системы, они здесь.
Есть ли здесь какие-то иски? Ну, смотрите, если бы к нам были иски, это было бы, ну, то есть было бы странно, что я бы говорил, смотрите, у нас есть стопка исков, где люди считают, что они пострадали от наших действий, ну, это, знаете, как минимум должны быть протоколы или постановления. Ну, тогда бы странно звучало бы мое утверждение, что мы до сих пор не видели ни одного. И опять-таки, мы говорим про это постоянно, если они есть, предоставляйте. И сейчас в Европе иск уже рассмотрен, назначено заседание, это все очень... Смотрите, Сколько это по времени? Я вам сейчас расскажу такую очень общую какие-то соображения. Потом, Хотя бы, да, азы. Я просто считаю, что нужно об этом говорить, когда вот мы закончим судиться. То есть мы считаем, что мы выиграем. Наши юристы считают, что мы выиграем. Потому что все обвинения и доказательства, они не выдерживают даже минимальных судебных стандартов, которые значительно жестче, чем мягкие стандарты Совета Европы. Так? Но там процедура такая. Вы подаете иск, дальше у вас идет вальсирование эпистолярное, когда у стороны ответчика есть 2 месяца на ответ на поданный иск, у вас есть 2 месяца на ответ на их ответ, у них есть 2 месяца на ответ на ответ на ответ, и после этого назначается очное слушание. Поэтому... Которое далеко не единственное будет, да? По-разному. Я задавал вопрос юристам, они как раз считают, что слушание, оно скорее всего будет, если... Скорее всего, оно будет единичным. Ну, то есть как раз суды пытаются выстраивать процедуру таким образом, что вначале идет сбор и обмен мнениями и такое вот допроцессуальное какое-то взаимодействие, а потом уже идет очное слушание. То есть когда уже документы собраны, ответы на ответы на ответы получены, и все вот это вот, оно просто очень долго. Как то есть это вы нельзя... заявляли ответственность ответчика, ответственность ответчика, ну пусть будет так. Это две разных материальная вещи. компенсация. Это две разных вещи. То есть первый иск это иск об исключении нас из санкционного списка. Так. То есть там вторым иском будет иск о возмещении ущерба. Но пока это иск об исключении из списка. То есть это поэтапно делается, верно? Конечно. Да? То есть, Я что думал, что это да. Не, там, к сожалению, вот нельзя сказать, что вы знаете, давайте там не переписываться, давайте сразу очные слушания, вот наш иск, и вот еще ущерб, и давайте говорить сразу обо всем. Так это не делается. То есть это эпистолярное вальсирование более чем на полгода, очное слушание, первый иск об исключении из списка. Посмотрим. Саша, вам этот вопрос задавали уже 500 раз, я буду 501, но мне нравится, что я 501. Обще, тезисно, вот для меня, как для профана абсолютно, как для обывателя, для всех, кто посмотрит интервью, что такое Кипот, чем он занимается, какие плюсы и минусы этой системы. Очень тезисно. Насколько это возможно? Ну хорошо, смотрите. Давайте начнем, иногда же можно что-то описывать, чем он не занимается. Без да? проблем. Обвинение, и опять-таки возвращаясь конечно. к начальным обвинениям. Начальные обвинения были такие. Кипот используется для массовой идентификации, это вот ключевое слово, которое я отдельно разовью, протестующих. Так? Теперь, что такое Кипот? Кипот — это платформа для умного города, которая анализирует видеопотоки. Ну, то есть фактически у вас есть камеры, которые в режиме реального времени передают видеопотоки в дата-центр. Там в режиме реального времени все эти видеопотоки обрабатываются. Например, распознавание лиц, распознавание номеров, распознавание каких-то опасных ситуаций, например, задымление, пожар, падение на рельсы, ну вот что-то. Да? То есть вот этих, по сути, вот этих применений, их достаточно много и в мире, и у нас. Ну почему? Потому что, то есть такие как базовые кирпичики. Ну, например, это может быть, что у вас есть железная дорога, и вы контролируете, чтобы в стерильной зоне железнодорожного полотна не появлялись инородные объекты, но при этом вы не хотите, чтобы на каждый проезжающий поезд проходила сработка. Да? То есть это одна нейронная сеть. Вторая нейронная сеть, она распознает лица. При этом распознавание лиц — это тоже не
типа распознаем любые лица как угодно, да? То есть распознавание лиц — это тоже много-много-много-много отдельных направлений и отдельных нейронок. Например, лица, которые распознаются там, в какой-нибудь косоугольной проекции, лица, которые распознаются с подъездных камер, лица, которые распознаются фронтально, лица. То есть это не что-то, что такое типа распознаем лица любые, whatever. Да? То есть это вот просто много-много-много разных обученных нейронок, которые решают свои узкоспециализированные задачи. Ну и также там стерильная зона, какие-то какие-то задачи, например, что в какой-то зоне можно ходить, но нельзя бегать, в какой-то зоне нельзя останавливаться, ну такого плана, да. Вот. И все это обрабатывается в реальном времени. У вас есть отдельные контрольные списки на уведомление, если произошло событие из этого контрольного списка. Ну, самый простой и самый волнующий всех – это распознавание лица. То есть если вы кого-то поместите в контрольный список, и этот человек окажется в зоне действия какой-то камеры, ну и камера сумеет сопоставить с какой-то вероятностью, что это один и тот же человек из контрольного списка, она передает сигнал тревоги. А можно быстро перебью? Давайте представим, что я следователь, я задержал человека спустя, не знаю, неделю после марша. Я его фотографирую, вот, задаю Киподу, что вот есть такое лицо, сфоткано фронтально, найди мне, пожалуйста, неделю назад, был ли он на марше. Такое возможно или такое невозможно? Теоретически или практически? Нет, практически, но теоретически, смысл. Теоретически точно возможно, но для этого нужно что, чтобы было? Чтобы камеры стояли там, где проходит марш. Да. Насколько я знаю, они стоят в районе ЖД вокзала, да? Именно они стоят в метро. В метро. Угу. Они стоят в ЖД вокзале. Какое-то количество камер стоит в городе. Угу. Но подключение, настройка камер, настройка модуля аналитики — это не задача, которую можно решить в моменте. Ну, когда вы так приходите и говорите: так, сегодня мы камеры берем и перевешиваем теперь здесь. Да? Поэтому нужно, чтобы либо камеры уже стояли, либо никак не работает. Да? Поэтому практически это невозможно, только если вы не проводили протестные какие-то марши в метро или на вокзале. Но тут вопрос же в другом. А вас на основании чего задержали? Тут же это как раз тоже очень интересный вопрос, потому что если вы задержаны, вас задержали на основании чего-то. Для чего вам, как следователю, дополнительно такое: а давайте выясним, а может быть вы и еще где-то были здесь же, замечены под камерой. Здесь же не об этом разговор, что здесь же вопрос страны, мы же можем задержать заодно, посмотреть телефон, там 500 телеграм-каналов, и нам приклеют еще что-то наверх. Но тогда это будет указано в протоколе. Да. Нету протоколов. Да. Ну, скажем так, еще раз, мы не нашли. Если они есть, все могут, я не знаю, вам прислать, куда-то прислать. Но это же простая идея, да, что мы об этом уже говорим много-много раз. Мы говорим: ребята, протоколов нет, предоставьте. И вроде те, кто пишут все эти обвинительные статьи, для них же это простое решение. Если они существуют, надо попросить людей эти протоколы прислать, и эти протоколы опубликовать, сказать: смотрите, мы говорили про массовую идентификацию, вот она. Саш, есть же мнение, что вы в такой плотной связке с силовиками, что они вас прикрывают, потому что именно Кипод — это как огромное оружие массового поражения, жертвовать которым, включая в протокол как источник, очень-очень было бы сложно. Насколько такое возможно? Как вы взаимодействуете с силовиками? Смотрите, хотя бы... Давайте просто на 2 вопроса 2 ответа. Давайте. Да. Но оно хотя бы должно, то есть как средство идентификации, оно должно быть какое-то, когда можно было сказать: смотрите, а вот оно похоже на Кипод, хоть им и не называется. Да? Ну, то есть, если там пишут Инстаграм, вот ссылка в Инстаграме, вот фотографии из Инстаграма. А где здесь Кипод? Или вот фотографии, которые взяты из телеграм-каналов. А где здесь Кипод? Но имеется в виду, что оно должно быть все равно как-то,
завуалированно названо, завуалированно описано. Где можно хотя бы сказать, вот берут протокол и говорят, смотрите, Orange is the съемки камерой, например, да? То есть Orange is the new black. Да, то есть, ну хотя бы, и все такие, мы вот тут можем смотреть, и у всех в протоколах там одна и та же камера с одного и того же ракурса, называется как-то, наверное, это кипот. Ну, оно должно быть что-то. То есть, ну, не бывает так, что там, давайте ничего не будем писать или оставим средства идентификации черным квадратом. Но мы таких протоколов не видели. Там четко написано, с помощью чего людей идентифицируют. Я, кстати, с удовольствием это повторю. Личные странички пользователей в соцсетях, ну, потому что люди же не могут не разместить свою фотографию и фотографию друзей и людей вокруг у себя в профиле и не дать какой-нибудь хэштег так, чтобы было проще выбрать все эти фотографии. У большинства, то, что опять-таки мы видели, не поменено даже линк в профиле. Ну, то есть вы берете в Инстаграме. Не, в Инстаграме. То есть вы берете фотографию, ну, то есть условно, хэштег, вы нажимаете, получаете фотки, выбираете, какая вам больше нравится. Вас выводит на профиль этого человека. Ну, если он не закрыт, там еще что-то такое, да, то есть. И у людей в профиле прям в URL имя и фамилия. Ну, это прямо Е2, Е4. Да? То есть прям вот зачем усложнять? То есть социальные сети, фотографии социальных сетей. Второе, телеграм-каналы и СМИ, такие как тот же Тутбай. То есть мы видели протоколы, они у нас на сайте опубликованы. Тутбай. То есть люди берут фотографию с Тутбая и на основании этой фотографии проводят идентификацию. При этом самое удивительное, что было, это я общался и с юристами, и даже сам задавал вопрос журналистам в Тутбае. Такие, ребята, а вы в курсе? Да, мы в курсе, редакционная политика. Люди взрослые, они знают о последствиях. Серьезно. И предоставление информации операторами сотовой связи о местонахождении абонента. При этом они могут быть комбинированными. Например, есть фотография, они говорят, окей, а нам теперь у сотового оператора данные о местонахождении абонентов. Притом оператор это должен предоставить по закону. То есть вы не можете сказать, вы знаете, мы вам их не дадим. Да? То есть все А1, Лайф, МТС, они все по закону обязаны предоставлять информацию о местонахождении абонентов. И предоставляют. И это указано в протоколах. А некоторые компании, такие как А1, на секундочку, являются стопроцентной европейской дочкой. То есть я как бы хочу еще раз вернуть нас к начальным обвинениям. Начальное обвинение – массовая идентификация протестующих. Потому что все остальное, вот там, что написано, что пишут сейчас, оно имеет вообще какой-то смысл. Ну, потому что, давайте так вот представим, что вот всего того, что было до, не было. Появляется новость, что владельца кафе, чтобы работать всю ночь, обязывают поставить камеру. Эта новость способна всколыхнуть общественность? В любых других обстоятельствах, мне кажется, нет. Ну а сейчас? Да. Ну то есть смотрите, сейчас давайте так, уточню вопрос. То есть я бы сказал бы так, что если бы это звучало следующим образом, что все рестораны, все кафе там, должны поставить в недельный срок камеру, наверное, это так, хотя бы как-то имело какую-то почву для того, чтобы все возбудились. Да. Сейчас протестные акции проходят? Не проходят. Мне неизвестно. Наличие камеры, а у нас что, пропала преступность? Нет.
Это я просто к тому, что все это имеет смысл, если первоначальные обвинения, они имеют под собой какую-то почву. При этом, что меня, например, удивляет, это то, что люди каким-то для меня загадочным образом вообще умудряются вот отсекать информацию, о которой они думать не хотят. Притом она такая очевидная. Ваши фотографии в Тутбае ведут вас к административным уголовным делам. Ваши фотографии в телеграм-каналах ведут вас к административным уголовным делам. То, что вы таскаете с собой на протестные акции телефон, в котором не работает интернет, но без телефона сложно сделать селфи. Но зато несложно определить ваше местоположение, чтобы эти данные по закону предоставить по требованию МВД, КГБ, кого-то о вашем местонахождении, что указано в протоколах. Все такие, не, это нас не пугает. Но всех пугает мифический зверь Кипот и Росмоп, который ни разу нигде не фигурировал. Притом, смотрите, давайте предположим другой такой возможный сценарий, что если бы вся система развивалась, а она развивается с 2017 года, если бы она развивалась, как планировалось бы, и камер было бы десятки тысяч, и их бы использовали для фиксации, для доказательств и так далее, и так далее, и так далее. Ну, для начала мы бы точно не утверждали, что мы не при делах. У нас была бы какая-нибудь риторика из серии, а что мы можем сделать? Ну, есть вот А1, а что они могут сделать? А до августа была какая-то статистика? Вот это к вопросу, как вы с силовиками взаимодействуете, да? Была ли какая-то статистика, сколько благодаря Кипот и Росмоп было поймано воров, смотрите, убийц, в чем... понимаете, о чем я, да? Там педофилов, преступников, Смотрите. короче. Как это работает вообще? Кто этим занимается? Идея. В том-то есть и фокус, что система вообще только начала развиваться приблизительно в мае-июне 2020 года. Почему? Потому что указ был в 2017 году, потом была конкурсная процедура. В указе написано, какие документы должны и кем быть сформированы для того, чтобы система начала функционировать. И эти документы должен быть утвержден тариф Советом Министров, должен быть согласован регламент функционирования системы. А много вас в тендере было? Мы были один. Мы были одни. Притом мы очень активно звали всех вместе с нами, потому что быть одному – это, мягко говоря, так же плохо. Конкуренции нет, да? Ну, не только конкуренции, у вас даже банально по процедурам, если вы один, одного этапа недостаточно. Вы должны идти на второй этап. Там нет такого, что вы пришли один, все такие, ну раз нету больше желающих, вот вам почетная грамота, вы будете оператором системы. Да? Потому что требования к системе, они очень объемные и сложные. То есть это не подключение веб-камер к персональным компьютерам. Да? То есть вот просто представить, да, что у вас видео с камеры передается 24 часа 7 дней в неделю. Вы это все видео должны хранить в течение 30 дней. Я при этом не рассказываю никаких секретов, это можно открыть нормативку и все почитать. Она открытая. Вы храните 30 дней. Все эти видеопотоки нужно обрабатывать в реальном времени. Вы должны обеспечить поиск по всем камерам, подключенным к системе, также в режиме реального времени, включая 30-дневный архив. Там даже простая арифметика, когда вы начинаете считать объемы информации, требования к отказоустойчивости, требования к производительности системы, это неимоверно сложная инженерная задача. И неимоверно дорогая с точки зрения приобретения серверов и так далее, потому что государство это не финансирует. А зачем это вам? Это же убыточный проект, насколько я знаю. Сейчас, да, но мы считаем, смотрите, во-первых, мы считаем, что эта система, она вот прям не гипотетически, а практически значительно повышает безопасность. Прям значительно. Она, знаете, это вот как приводит сравнение, что всех
очень поражают новости и статистика про какие-нибудь авиакатастрофы, потому что там гибнет сразу и много. Они происходят, да, редко, но если уж самолет рухнул, то есть о чем почитать, есть о чем написать. Но никто не задумывается и никого не поражает статистика по автомобильным авариям. Она кратно больше, чем авиакатастрофы. Прямо кратно. И точно так же со всеми преступлениями, то есть большинство преступлений, а это там типа 80-90% плюс, это преступления бытового характера. Это не террористы, это преступления бытового характера. И вот такие системы, которых, кстати, не так много в мире, да, такие системы, они в состоянии значительно повысить раскрываемость преступлений и снизить количество смертей на дорогах. А все эти нарушения к вам приходят? Вы модерируете и отправляете их в органы, либо это как? Знаете, мы вообще ничего не модерируем. Вот я бы сравнил нас больше с тем же Инстаграмом. Да? Ну, потому что вот они обеспечивают, что Инстаграм работает. Он доступен. Контент ты уже делаешь сам, да, условно? Это вообще не к нам. Ну, прямо от слова совсем. И я уверен, что они точно так же не анализируют контент и не говорят: о, мы тут проанализировали, возможно, он будет кому-то интересен. То же самое. Поэтому... То есть это софт, условно, который покупается заказчиком, да, клиентом. И дальше что он будет делать как с ним? в нашем случае здесь, когда мы сами решили выступить оператором, просто скажем, из нашего опыта, когда ты просто поставляешь софт, ты всегда зависишь от кого-то. Ну, от кого-то ты можешь зависеть тем, что вот они решили купить другое оборудование, говорят: ну, хотите, чтобы это работало? Ну, сделайте так, чтобы софт работал на этом оборудовании. Да? То есть это все время какая-то головная боль. Да? И, соответственно, то есть это может быть софт или это может быть сервис. Вот здесь это как сервис. Да? То есть мы взяли на себя обязательство, что мы за счет собственных средств покупаем сервера, настраиваем сервера, разрабатываем софт, дорабатываем софт. То есть мы обеспечиваем, что платформа работает. То есть почему мы это делаем? Потому что мы верим, что, первое, это не вопрос, быть этому или не быть в современном мире. Ну, это очевидно, что быть. И те же страны, ЕС, Америка, все эти системы у себя не планируют использовать, а используют. Если вы даже просто возьмете статистику по количеству камер, по-моему, она считается в пересчете на душу населения. Ну, то есть они берут количество камер, они берут население, делят одно на другое, говорят, сколько камер на душу населения. Ну или наоборот, неважно. Белоруссии нету даже в первой двадцатке. Кто первый? Китай? Я не помню. Там Китай, Великобритания, ну кто-то. То есть там даже не в первой двадцатке. И все эти системы, они используются. Я вообще не удивлен, если честно. И все эти системы используются, они будут использоваться еще шире. Поэтому это не вопрос, быть ли таким системам или не быть. Последнее по теме. Саш, кому выгодно у Мы нас не в знаем. Беларуси делать, даже не там, а вот у нас? Вы же знаете, по-любому вы уже знаете, наверное, зачинщиков, либо телеграм-каналы, которые являются зачинщиками, мелкие новости, они же все равно приходят. Ты забыл про Синезис? Вспомнил про Синезис. Забыл? Вспомнил. Мы не знаем. Мы честно, мы этим занимаемся. Как только мы в итоге, притом не в стиле, что нам кажется, и давайте об этом говорить. Хорошо, никто. Зачем? Мотивы. Ну, по-любому же есть умные люди, которые вам сказали, что они делают это для этого, для этого, для этого. Ну, не просто то есть же мы так. знаем, зачем идет, как нам опять-таки не знаем, нам кажется, Так. зачем это происходит сейчас. Да. Ну, глядя на всю доказательную базу, которая была до Евросоюзу, надо идти в суд. Ну, Совету Европы, я уж просто не знаю, там, честно, кто-то там указан как ответчик, наверное, Совет Европы. Им надо будет идти в суд и быть ответчиком по нашему иску, учитывая их чудные мягкие стандарты и способ формирования доказательной базы в прошлом. Ну, у нас есть гипотеза, что это все то же самое.
когда будут браться статьи из интернета, но опять-таки, я думаю, что они все еще не опустятся до уровня брать сообщения из телеграм-каналов, поэтому очень важно, чтобы сообщения из телеграм-каналов в какой-то момент переливались хоть в какие-то статьи, ну хоть какие-то, и дальше технология же отлажена. Машинный перевод и формирование доказательной базы. Ну, вот наше мнение такое. Можешь ли ты предположить, существуют ли айтишники в нашей стране, а скорее всего это предположить абсолютно возможно, у нас очень сильные ребята и специалисты, вопросов нет, которые работают над продуктом без вашего ведома, меняют его, адаптируют под конкретные цели, задачи, и все это используется, ты сам знаешь кем. Насколько это возможно? Я считаю, страдают наши ребята? Смотри, я считаю, что это невозможно. Ну, невозможно, потому что это же не продукт, который поставляется с исходными текстами, и что его можно развернуть локально. Да? То есть это все равно продукт, который стоит в дата-центре, который является, по сути, черной коробкой для пользователей этого продукта. Ну, то есть серии есть Инстаграм или Фейсбук, а есть ли сильные айтишники, которые берут и его модифицируют, чтобы использовать в корыстных целях? Ну, понятно, что этот вопрос, он такой очень такой тонкий, да, потому что сразу, а давайте дадим определение корыстных целей, а кто-то что-то делает, да, но нет. Твое мнение по поводу отношения к сфере IT в стране на данный момент? Какие перспективы? Глобально? Глобально. Ну, у меня есть... Яркий старт в Беларуси. Крутые спецы. Ну, у меня есть просто отдельное, непопулярное мнение для местного IT-сообщества. Пожалуйста. И отдельное мнение, оно такое, что, знаете, как всегда есть обратная сторона медали. Монеты, чего угодно. Успех предыдущих лет, он начал монетку переворачивать. То есть, когда было энное количество больших знаковых проектов компаний, которые в РБ появились или в РБ пришли и здесь развились, при размерах страны оно сформировало огромный спрос на IT-специалистов, прям огромный спрос на IT-специалистов, а, к сожалению, IT-специалисты не появляются и не развиваются с такой скоростью, как на них появляется спрос. И мое мнение, что есть уже значительный перекос между цена, качество. И многие компании, включая, скажем так, многим просто лень. Да? Но многие компании, они начинают искать специалистов, спасибо пандемии животворящей, то, что все попробовали работать на удаленке и стало это получаться, потому что раньше все такие, удаленка, нет, только офис. Офис, если офис, открывать где-то офис, это какой-то геморрой, лень, да, то есть лежим в своей теплой ванне, молча платим все более и более высокие рейты, но пандемия и плюс ситуация в стране в целом, и плюс ситуация с компанией в частности, а именно включение в санкционный список, нас заставило смотреть по сторонам. То есть мы стали брать довольно много людей за пределами РБ и с ними работать. Например, в России. При этом как-то не смешно, учитывая, что я в свое время приехал из Москвы сюда, потому что здесь был гораздо более конкурентный рынок, чем в Москве. Как бы это смешно ни звучало, в Москве сейчас гораздо более конкурентный рынок. В Москве и в России в целом, с точки зрения IT-специалистов, чем здесь. Поэтому, я не знаю, мне кажется, вполне себе ответ на вопрос. То есть я не вижу... То есть понятно, что всегда могут быть какие-то риски политические, социальные, еще какие-то, кто-то уезжает, кто-то не уезжает. Да, во-первых, это и так будет очевидно, когда мы будем смотреть. Если там же все же всегда очень просто. Если будет видно, что работать экономически нецелесообразно,
то, ну, наверное, как-то компании, ну, тоже будет, кстати, интересная ситуация, ну, как-то компании будут адаптироваться, я не знаю как. Ну, потому что далеко не все люди готовы к переезду. Вот, да, был вопрос по релокации. Со стороны государства ты не заметил, не знаю, усиления, закручивания гаек, либо послабления, либо ничего не поменялось? Ну, почему же подоходный налог вырос? Угу. То есть таких райских условий, как раньше, их больше нет. Они все еще И очень можно ли хороши. назвать их райскими, кстати? Смотрите, Важно. они все еще очень хороши. Но очень хороши это в плане не то, что они предел мечтаний и так далее, но даже повышение подоходного налога, оно не настолько ужасающее, чтобы закрыть компании, бизнесы и уехать. Это неприятно, это тратит больше денег, тем более, что для многих компаний, просто некоторые компании, они в целом приняли позицию, что подоходный налог – это персональный налог, поэтому каждый платит его сам. Да? Какие-то компании приняли решение, что они компенсируют подоходный налог. Да? Но в любом случае компании как-то адаптируются. Скажи, пожалуйста, lack of brains ощутил ли ты, есть ли утечка мозгов за границу, скажем так, та же там Силиконовая долина и так далее, может быть, в то же Сколково уезжают люди, либо вообще меняют релокацию. Насколько ты это ощутил на своей компании, может быть, у смежных компаний, с которыми ты общаешься? Мы ощутили это скорее связано с санкциями, потому что часть людей, они сказали: о, нет, мы не готовы, и ушли. Куда они ушли, понятия не имею. Ну, то есть я не слежу, кто куда ушел и где работает. Относительно релокации, ну, например, у нас был вопрос к нам, типа, что мы думаем про релокацию? Мы думаем очень простую, опять-таки, концепция же очень простая. Пандемия всех более-менее научила работать удаленно. Поэтому мы сотрудникам на этот вопрос ответили следующее. Можете ехать куда хотите и куда можете. Если вы хотите остаться работать в компании, мы за до тех пор, пока вы эффективно выполняете свою работу. То есть каких-то специальных программ, когда мы всех перевезем, нету. И я думаю, что мы их не планируем. Но, опять-таки, концепция распределенной работы, она, с одной стороны, не новая, но до пандемии она была адаптирована очень незначительным количеством компаний. Сейчас ее адаптировало большинство компаний. И я считаю, что это в целом хорошо и для локального рынка в том числе, потому что сейчас это только начинается, то есть это не мейнстрим, но тренд. Да, когда люди говорят: ну окей, просто это не единственная наша компания, которая ищет и берет специалистов в России, в Украине, где-то. И ну, там просто есть отдельная теория про эту распределенную работу, но идея заключается в том, что фактически ты можешь позволить себе взять очень классного специалиста, минусом будет, ну, ты не можешь брать среднего специалиста, потому что если ты берешь среднего специалиста, который сидит где-то, трудозатраты для того, чтобы он был в конвее и делал все эффективно, они неимоверны. Поэтому получается, что ты берешь классного специалиста, да, он находится где-то, это неудобство, да, нужно периодически собирать команду вместе, чтобы они синхронизировались, пообщались, выяснили, что это не только аватары в мессенджере и картинка в зуме, да, то есть, но это не требует, чтобы все люди приехали в одно место и работали в одном месте. Это большой плюс, потому что это постепенно, ну как, теоретически индустрия может продолжить расти так быстро, что локальные специалисты будут не замечать того, что компании начинают работать с удаленными специалистами, да, и тогда это ничего не поменяет. Тогда оно как было, так и будет. Да. Но при хорошем раскладе люди должны начать ощущать, что их недостаточно высокая квалификация и достаточно высокие запросы мешают им получить работу мечты. Как здесь, так и в виде удаленных специалистов. Ну, то есть, если вот реально сравнивать классный специалист в Москве, ну или где-то вот в других городах России, так, он реально, опять я говорю, усредненно, да, то есть он стоит тех же денег, что здесь, но по уровню квалификации он выше.
Здесь есть много классных специалистов. Ну, как везде. Да, то есть, как там у нас там правило, кого там Паретто, да, 80/20. То есть понятно, что здесь есть 20 офигенных специалистов. При этом есть уникальная особенность, что вот эти вот классные специалисты, они обычно довольно адекватно себя оценивают. Они, да, могут стоить дорого, но они стоят адекватно своим навыкам. И есть еще 80%. И вот эти вот 80%, которые хотят стоить очень дорого, но при этом по своим навыкам и своей квалификации они вот до этого дорого не дотягивают. Если сейчас им помогает просто сам рынок, ну, я искренне надеюсь, что ситуация будет меняться, и они начнут понимать, что им нужно значительно работать над повышением своего профессионального уровня, что хорошо для всех. Это точно. Последнее, Саш. Быстро, а может и не быстро. 2021 год, ну вот он начался относительно недавно. Не раскрывая коммерческих тайн, планы компании на 2021 год, может быть, по анонсированию каких-то новых сервисов, задачи, цели, и о чем ты мечтаешь? Ну, для начала наоборот. То есть я бы, знаешь, как я бы пошел бы от... ну, давай, можно даже проще. О чем я мечтаю? Чтобы, в конце концов, мир перестал сходить с ума, и страны стали открываться, люди начали путешествовать, потому что это, я уверен, что даже для очень психологически устойчивых людей это тяжело. Очень-очень тяжело. Да? Вот о чем я мечтаю. Я думаю, все остальное там, оно вторично. Относительно планов и того, что мы делаем, и того, что не делаем. Мы как раз приняли решение, что мы фокусируемся на тех направлениях, которые есть. Прям очень-очень-очень фокусируемся. То есть мы можем расширять географию, но мы не планируем расширять направления. Да? То есть это раз. Второе, мы как раз стараемся, опять-таки, благодаря санкциям, то есть у санкций есть и положительные аспекты, мы стараемся реструктурировать команду. Ну, то есть, опять-таки, мы до этого сидели в теплой ванне. Сидим здесь, офис, все в офис помещаются, берем людей, да, они начинают стоить дороже, да, они начинают стоить еще дороже, но как-то там берем, все хорошо. Так как нам санкции помешали это делать, мы были вынуждены начать выстраивать команду географически распределенную. Это будет очень классно. Вот этим мы занимаемся. Ну и понятно, мы перестраиваем бизнес в очень нелинейном опыте работы под санкциями. То есть он интересный, потому что там многие вещи, которые до этого ты так читаешь, такой, ну, теоретически, да, понятно, стабильность бизнеса, устойчивость, то все, ну, да, наверное. Заняться этим, есть много чем можно заняться. А тут ты вынужден этим заниматься, да. И это, с моей точки зрения, как раз хорошо, потому что это вот заставляет из этой теплой ванны вылезти, сделать ряд вещей, о которых ты там читал, слышал и даже не слышал. И это в целом повысит стабильность бизнеса. Ну, стабильность, устойчивость. Name it. Спасибо тебе. Классная точка. Не отрицаю, что с неподдельным интересом буду следить, как дальше все будет развиваться. Пусть этот сериал будет со счастливым концом. Он точно будет с ним. Спасибо.